Всем привет! Добро пожаловать на мой балкон. С момента первого видео прошло довольно много времени, но я благодарна всем за поддержку. За это время много чего приключилось. Я успела несколько раз сгореть, отравиться и даже получила штраф за неношение маски. Сегодня я снова с вами и расскажу немножечко о себе, о том, почему мы уехали, почему выбрали именно Грузию и чем отличается Батуми от Сочи. Поехали! Итак, я живу со своим парнем Германом, мы работаем удаленно, вместе в одной компании, занимаемся веб-разработкой, конкретно фронтендом. Или на простом языке мы программисты. Как я уже говорила в прошлом видео, мы решили отправиться в путешествие без обратного билета. Довольно большое путешествие, о котором я очень давно мечтала. Но мы уехали не просто в путешествие, чтобы в один прекрасный день вернуться обратно. Мы уехали, чтобы найти себя и свое место. Мы не чувствуем себя счастливыми в своем родном городе и уже даже пытались переезжать в другой, но в итоге осознали, что мы сами пока еще не понимаем, чего мы хотим. Поэтому и решили отправиться в большое путешествие, чтобы посмотреть мир, как живут другие культуры, расширить кругозор, так сказать. Наша отправная точка – это Грузия. Почему именно она? Главными нашими критериями для выбора места, где мы проведем 3 месяца моей реабилитации, были тепло, море и недолгий путь, с чем, конечно, был фейл. Так как пока что для россиян открыто не так уж и много стран, первое, о чем я подумала, это Турция. Но здесь все не так просто. Выяснилось, что по туристической визе находиться в Турции максимально можно 90 дней в каждые полгода. И так как на Турцию у меня еще есть планы, этот вариант отпал. И тогда мы вспомнили про наше крутейшее путешествие в Грузию в 2019 году на машине. И вспомнили, как здесь было классно, как нам все понравилось. И оказалось, что в Грузии можно находиться вплоть до года без выезда, а она рядышком. И в Грузии большинство говорит на русском языке, и здесь очень много русских, так что проблем с языковым барьером не будет. Идеальный вариант. Многие спрашивали, а почему мы тогда не поехали в Сочи? Там все свое, родное. Дело в том, что мы жили в Сочи полгода, и там нам не особо понравилось, поэтому мы не хотим обратно. Подробнее о плюсах и минусах жизни в Сочи я писала в своем скромном телеграм-канале, ссылку оставлю в описании. Сейчас же я затрону только самые значимые пункты, по которым Сочи проигрывает Батуми. Цены на жилье в Сочи какие-то заоблачные, и оно явно того не стоит. К тому же очень сложно найти квартиру в хорошем месте с современным ремонтом и не за 100 тысяч рублей в месяц. В основном все либо старое, либо очень-очень дорогое. В Батуми же классное жилье намного доступнее. Наши коллеги живут здесь и говорят, что можно снимать студию за $100 в месяц. $100, Карл! Тут, кстати, надо оговориться, что для всех понятие «хороший ремонт» разное. В Сочи очень мало молодежи, которая прям жила бы там и развивала город, открывала классные заведения, салоны, пространства и так далее. Есть, конечно, классные места, но по сравнению с той же Уфой, из которой мы уехали, в Сочи абсолютный колхоз. Из-за того, что в городе очень много санаториев, сюда встречается очень много пенсионеров, и такое ощущение, что вся инфраструктура сделана чисто под них. Мы реально долго искали классную кофейню, такую, чтобы с настоящим свежепомолотым кофе, чтобы были классные авторские кофейные напитки, веганские опции, еще куча всяких ништяков. Индустрия красоты тоже как будто бы застряла где-то в далеких 2000-х, когда есть один вот салон, в котором все, ты можешь сделать все, и прическу, и ногти, и все что угодно. И качество, такое ощущение, что тоже откуда-то из 2000-х. Я посетила 3 маникюрных салона с самым большим количеством подписчиков в Инстаграме, и везде маникюр был ужасный. В последнем мне даже выпилили такой овражек в ногте под кутикулой, и мне пришлось целый месяц отращивать и спиливать это. А в таких более узких отраслях, как шугаринг, например, или брови, так вообще занимает целую кучу времени, чтобы найти каких-нибудь классных девочек, которые открыли свои мини-студии и работают реально на совесть, развиваются. Батуми же развивается намного быстрее, о чем в первую же очередь говорят его небоскребы, хотя местные почему-то думают иначе. 2 года назад, когда мы здесь были, мы жили вот в этом доме.
Вот этот еще строился, задний еще строился, а вот этого всего не было вообще. 2 года. Сюда все больше и больше съезжается удаленщиков, фрилансеров или просто ребят, которые тоже ищут что-то свое в жизни, открывают здесь бизнес, потихоньку строят вокруг себя комфортную экосистему. И вместе с этим стремительно растет количество классных, современных, дизайнерских заведений и всяких пространств и развлечений в том числе. Со сферой красоты тут пока что тоже не очень, по крайней мере с первого взгляда. Мне было очень тяжело найти тут салоны, но я думаю, что скоро это уладится, так как я уже сказала, приезжает очень много классных ребят, и они обязательно что-нибудь придумают. Горный ландшафт выдвигает городу определенные требования для поддержания доступной среды, с чем Сочи, на мой взгляд, довольно плохо справляется. Очень много подземных пешеходных переходов. Далеко не на всех есть рейки для колясок, велосипедов, для электросамокатов, которые очень тяжелые. И в одиночку я, например, не подняла бы их, наверное. Без подземных переходов очень много лестниц, без съездов. Кататься на велосипедах и самокатах там очень неудобно. Этот критерий попал для меня в тройку основных, потому что мне нельзя слишком много физических нагрузок, но нужно много гулять. И поэтому гулять по горам слишком большая нагрузка. В Батуми же в этом плане полный комфорт. Город находится на равнине, с одной стороны которой прекрасное море, с другой прям рядышком прекрасные горы. В целом в Батуми очень классный вайб. Тут все налегке, никто не забывает отдыхать. И для любой работы город предоставляет просто огромную порцию вдохновения. Очень много больших красивых зеленых парков с птицами, фонтанами, арт-объектами на каждый квадратный метр. И классно, что в парке люди выходят прямо каждый день. Устраивают там пикники, занимаются спортом. Есть еще куча всяких разных активностей. Нам, например, очень понравилось играть в пинг-понг. Полчаса игры стоит всего лишь 5 лари, это около 100 рублей. Лично мой фаворит – это старый город. Все эти домики с резными дверями, как в Питере, в котором я не была. Эти балкончики, заросшие цветами и зеленью, площади, мощеные улочки. Красота! Кстати, тут, как и в Сочи, очень много бездомных собак. Они все привиты, чипированные, но в отличие от Сочи, где они злые, и нам рассказывали жуткие истории, как какая-то крупная бездомная собака на площади прямо на глазах у всех растерзала маленького какого-то песика. Здесь же песики как будто бы домашние, они ласковые, ручные, постоянно что-то выпрашивают, играются или просто подходят, чтобы пообщаться. Иногда они могут привязаться и ходить с тобой полдня, гулять по городу, особенно если дать им что-то вкусненькое. Местные, опять же таки, почему-то их не любят. К нам подходил дедушка на площади, говорил, что вот не кормите их, а то они вас укусят потом. Я как человек, который очень любит животных, я нахожу с ними какую-то ментальную связь. Я не знаю, верить этому или нет. Но в любом случае говорят, что туристов они по-любому любят, потому что все их подкармливают постоянно. Мы тоже были загипнотизированы этими маленькими смышленными глазками и ходили постоянно, всех подкармливали. Так, нам так полюбились местные песики, что мы их постоянно подкармливаем. Полчаса уже тут кушает. А курицу не стала есть. Ну и на сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Еще увидимся. Пока-пока!